Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Скажите, пожалуйста, вы в детстве русские народные сказки любили? Мне особо нравилась та, что по щучьему велению, по моему хотению. И вот у меня на столе щука и кусочек от их племянника Сома. Сегодня мы из них один такой вкусную вещь приготовим. Такой вкусную вещь. Для того, чтобы приготовить фаршированную щуку, сначала надо в молоке замочить белые булочки. Корочки не надо, нужен один только мякиш. А корочки покрошить, да и курочкам. Три маленькие беленькие мягкие булочки и 300-400 грамм молока. Заливаем и оставляем, пусть постоит, пусть молоко впитается в булочку. А нам пора заниматься рыбой. С щуки надо спустить шкуру. Это только звучит очень страшно. А на самом деле все очень просто. Следите за руками. Щука потрошенная, жабры у нее вынули, она больше не кусается. Берем острый ножичек, вот здесь нащупываем основание плавника. Вокруг плавника аккуратно, стараясь не прорезать саму шкуру, делаем надрез по плоти. А дальше совершенно без ножа, одними только пальцами. Аккуратненько, аккуратненько. Щучья шкура очень плотная, очень прочная, хоть ботинки из нее шеи, так что она не порвется, а мясо снимается просто отлично. Вам показать поближе? Показать подробнее? Подойдите сюда. Вот есть же и вторая сторона. Вот основание плавника. Разворачиваем. Делаем надрез ножом вокруг плавника. Аккуратненько, чтобы не прорезать шкуру. Но с другой стороны, до самой шкуры надо дойти. И все. Дальше действуют руки. Дальше действуют только пальцы. Посмотрите, мясо очень легко отходит от шкуры. Если где-то на шкуре и останется мясо, ничего страшного. Но там, где плавники, прорезаем либо ножом, либо вот даже ножницами. Ножницами очень удобно. Снять шкуру до самого хвоста не выйдет. Нет. Там, где хвостик, обрезаем. На мой взгляд, это тоже удобнее сделать именно кухонными ножницами. Еще пара движений возле головы. И все. Вот она. Рыбья тушка у меня в руках, а рыбья шкура лежит на столе. Ждет, когда ее нафаршируют. Кое-где вдоль хребта можно пройти пальцами, а там, где не проходят пальцы, берите в руки нож. И не беда, если какие-то мелкие кости, ну совсем мелкие, останутся внутри мяса. Мясорубка все перемелет, а готовиться рыба будет достаточно долго. Так что косточки в фарше растворятся. Итак, вот все, что осталось от щуки, а это то, что осталось от сома. Ну, сом, ну что сом? Обязательно брать сома? Нет, любую другую рыбу. Хоть карпа возьмите, возьмите то, что есть. Ведь щуки было брюхо, а мы собираемся нафаршировать ее. И этот объем надо заполнить. Поэтому на 2 щуки одну рыбу примерно такого же размера. Сом хорош тем, что он пожирнее. Частично сочность придаст, разумеется, хлеб, замоченный в молоке. Немного жирности даст обжаренный в масле лучок. К луку добавили несколько зубчиков чеснока для более аппетитного вкуса. Ну вот и все. Заводим мясорубку. Немного рыбы. Немного хлеба, замоченного в молоке, немного лука. Одним словом, чередуем, чтобы получился образцовый, равномерно перемешанный фарш. Решетку для мясорубки я выбрал самую мелкую. Но вы же понимаете, для чего это необходимо. Косточки пусть перемелятся. Ну вот и все. Фарш почти готов. Необходимо подготовить форму для запекания. Вначале смажем маслом противень, на котором будет лежать рыба.
и нарезаем морковь и лук достаточно толстыми ломтиками. Они будут являться как бы основанием для рыбы, чтобы рыба об противень не пригорела. Ломтиками точно такой же толщины нарезаем лук. Помимо функции подкладки, лук, морковка в присутствии масла дадут еще очень хороший аромат. Впрочем, некоторые не запекают рыбу, а как бы припускают ее, берут длинные узкие латки, заливают бульоном, так что рыбе по пояс. Под низ подкладывают все то же самое. Кто морковку, некоторые даже и свеклу, некоторые лук оставляют прямо в шелухе. Лук, морковку, свеклу потом никто не ест, хотя свекла получается просто замечательно. Едят рыбу, едят, а потом долго-долго вспоминают этот шедевр. Так что, кто потрудится, получит благодарность. Однако, прежде чем фаршировать рыбу, фарш необходимо посолить и как следует приправить. Вот если бы я готовил эту щуку кусочками, то соли бы у меня ушло примерно в 2 раза меньше, а фарш требует очень много соли. Здесь, я так думаю, килограмма 4, и поэтому я беру 2 полные столовые ложки соли. Может быть, придется взять еще. Вот черного перца я беру целую столовую ложку. Да, на 4 килограмма фарша это совсем немного. Ну а теперь слушайте мой самый большой секрет. Добавьте пол-столовой ложечки сахара. Вы не представляете себе, как сахар украшает фарш из рыбы. Жир здесь есть, сочность есть. Осталось добавить только немножко сладости, чтобы получилось по-настоящему вкусно. Фарш необходимо очень тщательно перемешивать не только для того, чтобы размешать соль, сахар, перец, одним словом все приправы, но еще и для того, чтобы придать фаршу некоторую липкость, некоторую вязкость. И фарш вымешивать с каждой минутой все труднее и труднее, да и пожалуй, что хватит. Хорошо вымешан фарш. Раскладываем щуку, разворачиваем шкуру, присаливаем голову, да и немного саму шкуру. Ведь шкура получается очень даже съедобная. И теперь накладываем фарш. Вот эта котлета как раз уместится в голову. Подворачиваем, сворачиваем, смазываем щуку сверху маслом, чтобы выглядело поинтереснее, чтобы получилось румяное, ароматное. Именно в присутствии масла животные белки раскрывают свой вкус и аромат в полной мере. Ну а теперь перекладываем щуку на форму поверх лука и моркови. Все то же самое с запчастями от второй рыбы. Расправьте рыбку, придайте ей ровную форму. Посмотрите, какая красота образовалась у нас на противнях. Айда в духовку, айда запекать. 2 такие огромные рыбы. Температура в печи 160 градусов. Выпекаться они будут примерно 1,5 часа. Итого, запекалось ровно 1 час 15 минут. Полюбуйтесь, пожалуйста, какая красота у нас получилась. Но гефилте фиш, фаршированная рыба, еще не готова. Пусть остынет, потому что сейчас ее даже и разрезать невозможно. Рыба застыла и пахнет просто восхитительно. Вы на нее посмотрите, как она лежит, ухмыляется. Она ухмыляется, потому что говорит: посмотрите, как вкусно меня приготовил Сталик. А ты сможешь так? Конечно, сможете. Вы все сможете точно так же. Пока эти 2 щуки запекались на противне, с них натекло соку. И этот сок готовился вместе с луком и морковкой, которые выступали в роли подложки.
Ребята, во что превратился этот сок, когда застыл? Посмотрите, да ведь лучше соуса просто не бывает. Вот он какой дрожит весь. Ох, что вышло из щуки, пусть возвращается обратно в щуку. Вместе с этим соусом мы получили все слова, что ни придумай, что ни скажи, они все лишние. Единственное, что можно сказать в этом случае, это приятного вам аппетита! Дорогие друзья, это новая книга, которая называется «Сталик Видеобук». Еще ярче, еще вкуснее, еще лучше книги у меня просто не было. Каждый рецепт начинается с QR-кода, где размещен видеорецепт того, о чем мы рассказываем здесь, вот в этой статье. Рассказ более чем подробный. Каждый рецепт описывается предельно детально и, разумеется, фотографии шурпа, бозбаш, борщ, зеленый борщ. Здесь много рассказано о заготовках, какие-то теоретические статьи, которые помогут вам готовить лучше и разобраться в очень многих важных вещах кулинарии. Кюфта, бозбаш. Все эти рецепты, в принципе, вы можете посмотреть и у меня, и в Ютубе, но в книге они изложены гораздо лучше, гораздо глаже. Хашлама – очень вкусный суп, практически из одного только мяса. Совсем недавно было это видео, но следом идет суп совсем без мяса, из одной только чечевицы. Чечевичный турецкий суп, который получил огромную популярность в интернете. Посмотрите, какая фотография красивая. И суп, который удивляет любых гостей. Я вам ручаюсь. И как можно было обойтись в такой книге, скажем, без лагмана? Зеленый борщ с щавелем. Посмотрите, какая фотография. А? Не красота? Бешбармак. Кяля-пача. Это и турецкое блюдо, и узбекское блюдо. И начинаются основные блюда. Может, даже не столько основные блюда, сколько горячие закуски. Например, такая, как печень с овощами. Готовится 15-20 минут. Ум отъешь. Настолько вкусно. Печень по-турецки, немножко по-другому, но тоже очень интересно. Джизбыс, то, что блюдо готовится на садже. Все рецепты прописаны так, что должно получиться у любого. Уж если вы посмотрели видео и готовили, и у вас это получалось, то это по этой книге приготовить обязательно. Некоторые рецепты, например, такие как басма или дом ляма, встречались в предыдущих моих книгах. Например, казан-мангал или книгу про казан. Но это самые популярные рецепты из моего репертуара. Вот здесь самые лучшие песни Сталика Ханкишиева. Поэтому, если какие-то рецепты даже и встречались раньше, здесь они, во-первых, с новыми фотографиями и с текстами, которые написаны по-другому. Дело в том, что когда я писал вот эту первую книгу, я не знал, о чем будут люди задавать свои вопросы, когда познакомятся с этими рецептами. А теперь я знаю, какие вопросы вы задавали под роликами. Я прочитал все эти вопросы. И я даю ответы на каждый ваш вопрос вот во всех этих рецептах. Поэтому здесь так много слов, поэтому здесь так много букв. Не от того, что рецепты слишком сложные. Нет. Здесь просто все расписано подробно, что если вы прочитаете, у вас не останется вопросов. Ну, по крайней мере, не должно остаться вопросов. А, допустим, остались какие-то вопросы, и что же вам делать тогда? Очень просто. Вы заходите по этому QR-коду, смотрите видео, и если не нашелся ответ на ваши вопросы внутри видео, вы можете задать его непосредственно мне. То есть, когда это такое было, что вы покупаете книгу, вместе с возможностью задать вопрос непосредственно автору. Самса.
Все про самсу. Одно из самых популярных узбекских блюд. И как ее приготовить в духовке, круглую, слоеную, треугольную, какую хочешь. С начинкой из мяса, с начинкой без мяса тоже. Ну а что поделать? Некоторые люди, вот, например, соблюдают посты православные. Да? И почему бы для них не подготовить какие-то рецепты, которые подходят в том числе и в пост. Да? Татарский пирог Зурбалиш. Я его сам так полюбил, что решил поместить в эту книгу. Рассказ о выдержанном мясе. Это прямо основа любого стейка. Это основа любого хорошего шашлыка. И стейки, и шашлыки, поверьте, этой книги вам будет достаточно, чтобы вы научились готовить базовые рецепты из мяса очень хорошо. Ну и такое блюдо, как бифстроганов. Вы не попробуйте ни в одном ресторане такой вкусный бифстроганов. Вы приготовите лучше. Бифштексы какие-то, ну, в общем-то, тоже это абсолютно базовые блюда, котлеты, пюре. Я могу рассказать о котлетах то, что вы до сих пор не знали. Я могу рассказать о картофельном пюре, то, что вы до сих пор не знали. Я могу приготовить котлеты из говядины и баранины, точнее, не я могу, это вы научитесь готовить котлеты из баранины, из говядины и из курятины. В одном казане и курятина, и говядина, и вместо кетчупа просто помидоры. Но если хотите приготовить идеальный домашний кетчуп, у меня есть для вас рецепт. Вы приготовите, лучше не придумать. Котлеты из индюшатины с начинкой. Одним словом, все эти рецепты... цыплята табака. А как обойтись без цыплят табака? Про пловы. Очень много про пловы рассказано. От самых простых для студентов до ферганской такой классики. Как приготовить абсолютно классический узбекский плов. Как приготовить плов самаркандский. Как приготовить шавля, мастава. Это жидкий плов. Это суп вместо плова из тех же самых продуктов. Самаркандский плов. Гречневый плов, плов из гречки. Знаете, какой вкусный? Плов атахан. Это такой узбекско-азербайджанский мой вариант плова. Оши афгани, это так готовили бухарские евреи. Тут вот еще несколько блюд, которые готовили в Узбекистане и Таджикистане, а узбеки и таджики их не знали, потому что это блюдо бухарских евреев. А я узнал. Я сохранил их рецепты. Теперь бухарских евреев ни в Таджикистане, ни в Узбекистане почти что не осталось. Считанные люди остались там, немножко осталось совсем людей. А их рецепты будут жить на ваших кухнях, потому что это вкусные рецепты. Вот вы слышали, что плов можно приготовить без казана вовсе, в мешочках. Вот, пожалуйста. Прямо в мешочках можно приготовить плов, и это сказочно вкусно. Азербайджанские пловы. Все самые вкусные пловы, по крайней мере те, которые вы выбрали в качестве самых вкусных, самых интересных, они все здесь есть. Вот разговор про мангал, про тандыр, о том, каким должен быть мангал, какая глубина у мангала, как работать с мангалом, как выбрать уголь. Я про все это рассказывал в Ютубе, и как мариновать мясо, как порубить фарш на люля-кебаб, где я поел самый вкусный шашлык. Где я поел самый вкусный шашлык в своей жизни? Вы никогда не угадаете. В Нью-Йорке вот этот человек приготовил. И я расскажу вам, почему то шашлык был самым вкусным. И дальше дам вам свои рецепты шашлыка. Расскажу вам, как сделать шашлык самым мягким. Расскажу вам о правильной степени готовности шашлыка. Ребята, я вложил в нее опыта намного больше, чем в мою самую первую книгу, чем во вторую. Я вложил в нее любви гораздо больше. Я вложил в нее очень много труда. И я точно знаю, что эта книга явится великолепным подарком хоть на Новый год, хоть на день рождения. Просто с этой книгой можно жить в обнимку, и все у вас будет получаться замечательно, все у вас будет получаться очень хорошо. И самое важное, что вы должны быть, конечно, подписаны на мой YouTube-канал и на мой канал в Дзене. Это очень важно, особенно если вы, как и я, живете в России. Дорогие друзья, мою книгу можно приобрести на сайте stalik.ru. Заходите, заказывайте, вам ответят на все вопросы. Ее отправят почтой, с деком, любыми другими сервисами, везде, где эти сервисы работают и куда доходит Почта России. Спасибо за внимание.